Польское радио на русском. Хельсинский фонд по правам человека реализовал проект документирования военных преступлений России в Украине и собирал свидетельства украинцев, переживших ужасы оккупации. Фонд опубликовал отчет об этой работе с рекомендациями к польским властям, как обеспечить украинским беженцам доступ к справедливости и реабилитации после пережитых страданий. Это тема, одна из тем нашей беседы с нашей гостьей. Меня зовут Ирина Завиша, я представляю Польское радио на русском. Смотрите наш канал на YouTube, вы узнаете много интересного. А, как я уже сказала, в прошлом году в Варшаве в общественном центре «Реформ» отчет представила Анна Фарифонова, юристка, правозащитница. С тех пор произошли важные события, как в этой деятельности, так и в вашей профессиональной жизни. Аня сегодня у нас в гостях, и мы начнем с продолжения этой работы. То есть как бы проект закончился, но началась новая область в этой же самой деятельности по документированию военных преступлений России в Украине. Расскажите, пожалуйста, о новой программе. Добрый день, спасибо большое, что пригласили. И да, действительно, с прошлого года мы были очень заняты, потому что те свидетельства, которые мы собрали с 2022 года, позволили нам понять, какие систематические изменения нужны в Польше для того, чтобы люди, которые пережили пытки на оккупированных территориях, другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека, могли как-то отстроить свою жизнь заново. И в первую очередь мы занялись тем, чтобы у людей был доступ к справедливости, потому что на данный момент польская прокуратура проводит расследование, но эти дела не могут слушаться в Польше, потому что в Польше нет заочного расследования, то есть для того, чтобы открыли конкретно по какому-то факту расследование, российский преступник, он должен приехать на территорию Польши. Пока что этого невозможно. И чтобы это изменить, мы начали работать в том числе с Польским министерством юстиции. Осенью 2024 года мы провели конференцию под почетным патронатом Министерства юстиции, где мы говорили о всех этих проблемах. И после этого кодификационная комиссия предложила проект изменений. Это совсем небольшие вещи, которые позволили бы Польше присоединиться ко всем тем усилиям, которые другие европейские страны тоже сейчас делают для того, чтобы помочь Украине как-то эту справедливость, ответственность за эти преступления обеспечить. Вот вы написали в посте на Фейсбуке о том, что модерировали сайт «Ивент» в рамках конференции ОБСЕ, и где был представлен обзор военных преступлений против человечности, происходящих сейчас в Украине и в плену, и назвали этот обзор очень тяжелым, но чрезвычайно важным. Вот расскажите о самой конференции, какие там вопросы обсуждались. Это особенно сейчас важно в контексте того, что Россия вообще вот недавно совершенно вышла из конвенции по предупреждению пыток спустя 30 лет. Правда, это тоже была некоторая формальность. Эта конвенция соблюдалась, можно сказать, так очень, очень формально, если соблюдалась вообще. Но вот о конференции чуть подробнее, если можно. Конечно. Мне кажется, это сейчас единственная площадка и очень важная площадка, которая остается для многосторонней дипломатии, с одной стороны, потому что, несмотря на все, что вы упомянули, Россия остается в ОБСЕ, она присутствует, и гражданское общество имеет возможность представлять свои отчеты, имеет возможность делать стейтменты во время пленарных заседаний для того, чтобы другие страны в том числе могли говорить между собой и в том числе говорить с Россией о том, что они как минимум видят все, что происходит. Поэтому на конференции было очень много пленарных заседаний тематических по
гуманитарному праву, по правам человека, по разным аспектам прав человека, по гендерным вопросам, вопросам коренного населения. И это не только в контексте Украины, но каждая страна из числа стран ОБСЕ могла представить свои проблемы. И сайд-ивент, о котором я писала, был организован правозащитным центром «Мемориал» и Харьковской правозащитной группой. Я написала о том, что он был тяжелым в первую очередь из-за того, что Евгений Ефимович из Харьковской правозащитной группы рассказывал о том, каким пыткам подвергаются военнопленные на территории России, и это был бесконечный список совершенно чудовищных вещей, которые иногда даже сложно придумать, как далеко может зайти человеческая фантазия для того, чтобы настолько издеваться над живым человеком. И особенно сейчас, когда все говорят о каком-то потенциальном перемирии, очень важно понимать, что с людьми продолжает это происходить. Наталья Морозова из «Мемориала» говорила о том, как «Мемориал» в своей работе, отслеживая действия России еще начиная с ГУЛАГа, как они могли провести определенные параллели и показать, насколько, например, фильтрация, которая происходит на оккупированных территориях, была выстроена еще в советское время, еще когда они отфильтровывали возвращающихся в Советский Союз из-за границы, и тогда через это прошли 4,5 миллиона человек. Как это изменилось во время чеченских войн, как это стала закрытая система с вот этими уже нам понятными подвалами, с этой безнаказанностью, и как потом это институциализировалось. Поэтому такой вот исторический контекст, он тоже важен для того, чтобы понимать, что это не какой-то единичный случай. Это выстраивалось много-много лет подряд. Инициатива People First, международная кампания по освобождению, вернее, выступающая за то, чтобы произошло освобождение гражданских пленных, военнопленных, политзаключенных. И это стало таким приоритетом в будущем мирном соглашении, вообще в каждом мирном соглашении. Это очень сильное послание, но почему именно освобождение, так скажем, людей, находящихся в местах лишения свободы, является ключевым для перемирия, вообще для заключения мирного соглашения? Эта инициатива появилась, когда президент Трамп выступил со своим намерением заключить мир как можно быстрее, как можно скорее и примерно на любых условиях. И казалось очень-очень важным говорить о том, что перемирие — это не только разграничение территорий, это не только какие-то дипломатические решения за серьезными столами в кабинетах с деревянной обивкой, а это в первую очередь разговор о судьбах людей. И мы не можем забывать про этих людей, мы не можем оставлять их за скобками и просто поставить точку в ведении боевых действий, но не думать о том, что существуют военнопленные, которые нужно возвращать, существуют гражданские, которые еще и часто были осуждены по сфабрикованным уголовным делам. Есть просто старики, которые были вывезены куда-то совершенно далеко от Украины, в дома престарелых, и их нужно возвращать, их нужно репатриировать. Есть политзаключенные, которые сели за свою активную позицию, и приоритетом мира всегда должны оставаться люди. И это то, о чем мы стараемся говорить как можно чаще. Вот немножко о вас. Вы недавно завершили очень серьезный учебный курс по правам человека и по международному праву, и учились вместе с людьми в статусе уже и военных прокуроров, и судей, и миротворцев, и экспертов. Вот что вам лично дал опыт общения с этими людьми? Вот буквально бок о бок экзамены сдавали, готовились.
Я еще не завершила, я только сдала экзамены, еще чуть-чуть нужно дописать магистерскую работу, и все будет готово. Но да, это магистратура, это продвинутая магистратура по праву вооруженных конфликтов в Женевской академии гуманитарного права и прав человека. И за счет того, что это продвинутый курс, для того, чтобы туда поступить, уже нужно было иметь практический опыт. То есть это не ситуация, когда туда попадают сразу же после бакалавра бывшие студенты, а действительно у нас было очень много людей с уже построенными карьерами, практическим опытом. И что было еще важно, что мы могли видеть, как конфликты разгораются, начинаются, становятся горячее. И в этом плане, когда кто-то из одногруппников в Конго, кто-то из одногруппников в Газе, кто-то из одногруппников в Бейруте, ты видишь, что на самом деле в мире все поломано довольно сильно. Я помню, как для нас всех было потрясением полномасштабное вторжение, и мы тогда говорили о том, что это в целом крах всей системы международной какого-то мироустройства. Но когда ты начинаешь смотреть на это не только с вот этой вот европейской призмы, ты понимаешь, что мир вообще-то был поломан довольно давно, и люди продолжают в этом жить, как-то с этим работать, искать новые языки, новые механизмы, чтобы как-то с этим бороться. И у нас очень много общего, а с другой стороны очень много регионального, очень много своих особенностей. И балансируя между этим и обмениваясь опытом о том, как мы вообще работаем с такими событиями, кажется, им можно найти какой-то ответ. Да, действительно, вы правы, потому что то, что близко нам и близко от нас, и мы видим этих людей, действительно казалось, что наш мир, вот тот, который мы знали, рухнул, и наше поколение и старшее поколение, которое старше намного нас, и меня, и вас, говорило до войны, имея в виду войну Вторую мировую. А мы сейчас тоже говорим до войны, уже имея как бы в виду вот эту вот нашу войну России против Украины. Но вы правы действительно, что кроме этого еще огромное количество конфликтов, которые тоже нужно принять близко к сердцу, действительно. Вот вы были в Хельсинки на праздновании 50-летия Хельсинских соглашений. И эти соглашения, напомним, они стали толчком вообще ко всему диссидентскому движению в свое время. А какой главный, на ваш взгляд, урок нужно усвоить миру сегодня? Вот прошло полвека, то, о чем мы говорили вот буквально минуту назад, о поломке мира серьезной. А тем не менее, Хельсинский фонд действует, продолжает действовать, делает очень важную работу. И все-таки этот урок для мира какой? Для меня самым важным в истории Хельсинских соглашений было то, что они вообще-то все это не закладывали. Они не закладывали создание диссидентского движения по всему Восточному блоку. Они не планировали, что все это выльется в движение за права человека. Им нужен был механизм для какой-то разрядки во время холодной войны, для лучшей кооперации между государствами. И то, что в итоге такой важный для нас, для правозащитного сообщества человек, для правозащитного сообщества документ подписал, например, Чаушеску, человек далеко не из нашей среды и не наших ценностей, мне кажется, придает довольно много надежды. То, что мы можем, несмотря на разных популистов, диктаторов, совершенно, казалось бы, авторитарных лидеров, искать механизмы для того, чтобы убедить их подписать хоть что-то, что потом точно так же может принести нам очень много пользы и изменить этот мир к лучшему. Вот очень важный вопрос, мне кажется, как ваша работа продвигается после публикации отчета
о преступлениях России, то, о чем мы говорили в самом начале, потому что отчет был представлен в польском парламенте, и там тоже, как мы говорили, содержались рекомендации для польских властей. Вот что происходит сейчас, как практически это работает или будет работать? Мы не презентовали отчет в польском парламенте, но мы презентовали его Министерству юстиции. Мы в постоянном диалоге с польскими властями по поводу того, что происходит. Мы тогда еще создали коалицию для жертв, свидетелей преступлений и в целом людей, переживших такие преступления. И сейчас у нас 6 организаций, которые очень активно работают. Мы, вот как я говорила, ожидаем, что совсем скоро у нас будут какие-то более существенные изменения, потому что после предложения кодификационной комиссии по изменению польского законодательства мы также знаем, что Министерство юстиции собирается предложить свой проект в парламент, и мы ожидаем, что это случится этой осенью. Поэтому работа идет. Это всегда сложно, потому что сейчас меняются настроения по отношению к украинцам, и это всегда немножко налагается на политический контекст. Но, тем не менее, когда мы говорим про изменения, которые нужны для того, чтобы преследовать самых худших преступников за самые худшие преступления, это еще и про такую роль Польши, в том числе базируясь на ее исторической памяти, на ее роли в событиях XX века. И это могло бы послужить, наоборот, не столько для украинцев, сколько в том числе для того, чтобы Польша могла говорить гордо о том, насколько она помогает бороться с безнаказанностью. Вот в ваших ответах, в ваших высказываниях все-таки звучит такая надежда на восстановление справедливости, но, как мы видим, и как вы тоже сказали, Россия пока, можно сказать, что совершенно безнаказанно, санкции не работают, еще какие-то вещи не работают, ничего не действует, но все-таки есть ли какие-то механизмы воздействия на Россию, которые могут оказаться наиболее реалистичными, которые вам, как правозащитнице, кажутся реалистичными, которые действительно могут сработать? Механизмов, во-первых, у нас очень много, но, с другой стороны, международное право – это штука очень долгая, и к этому просто нужно быть готовым. Это немножко другие скорости. Но какие это могут быть механизмы? Во-первых, это механизмы между странами. То есть еще в феврале 2022 года, буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России. Также есть индивидуальная уголовная справедливость. И тут тоже есть свои механизмы. Украина проводит расследования в рамках национальной юрисдикции. Это сотни тысяч расследований, сотни тысяч эпизодов. И какие-то дела слушаются, выносятся, пускай заочные приговоры, но кого-то еще и удается захватить в плен из российских военных, осудить прямо в зале суда. И такая вот национальная справедливость, она на самом деле еще и самая действенная, потому что Украина — это то государство, на территории которого живут жертвы, на территории которого есть улики, и если она может это все собрать, это самое эффективное, что может быть. Но также у нас есть Международный уголовный суд, который проводит свое расследование и который будет сосредотачиваться на самой верхушке. И этот суд работает таким образом, что он может преодолеть государственный иммунитет. То есть Украина не может, скажем так, судить Путина. А Международный уголовный суд, он придумывался как раз для таких ситуаций. И также у нас есть универсальная юрисдикция. Это принцип, который позволяет другим странам, которые не имеют отношения к Украине, которые не были затронуты войной, но просто из-за тяжести этих преступлений считается, что каждая страна мира имеет право проводить расследование. И мы видели, что уже были поданы иски в Аргентине, и в Германии, и в Бельгии. То есть есть еще этот механизм.
Есть ООНовские комиссии, которые тоже работают, московский механизм ОБСЕ, и где-то между этими всеми усилиями мы надеемся, что когда-то это сработает. Опять же, Россия довольно сильно меняется, и за последние 30 лет мы уже могли видеть, что государство совершенно переменилось с Советского Союза на Российскую Федерацию и так далее. Мы не знаем, что еще через 10, 20, 30 лет, что это будут за республики, как они будут выглядеть, как будут путешествовать эти солдаты, которые были в Украине, где их будут арестовывать и где эта справедливость их настигнет. Ну, дай бог, чтобы так было. Вот. И напоследок личный вопрос. И во время работы над отчетом, вообще над сбором документации о преступлениях России в Украине, и на конференциях, и на той конференции, о которой вы говорили, вам приходится иметь дело, выслушивать, знать об этом, о очень тяжелых и страшных случаях, происходящих с людьми. И вот где вы, как вы черпаете силы, чтобы эту работу продолжать? Она очень трудная, очень ответственная, но в то же время я думаю, что нужно иметь такие крепкие нервы. Вы женщина хрупкая. И вот я думаю, как вам это удается? Я иногда плачу, иногда слушаю что-нибудь и начинаю плакать. А вы профессионально этим занимаетесь? Вот где вы черпаете силы? Мне кажется, это то, о чем мы довольно много говорили, особенно в этом году, когда было очень много таких вызовов и кризисов, что такие времена, они как раз требуют, наоборот, не опускать руки, а полностью мобилизироваться, искать новые какие-то креативные решения. Это как раз тот момент, когда нельзя быть циничным, нельзя терять надежду, а наоборот, нужно как можно больше и больше работать. И история показывает, что она окупается, и я надеюсь, что так и будет. Я желаю вам всяческих успехов на всех поприщах. Спасибо вам большое за интервью. И не хочется быть банальной, что надежда умирает последняя. Думаю, что в нашем случае она не умрет в любом случае, ни первая, ни последняя. Так что еще раз вам большое спасибо. А я напомню, что у нас в гостях была юристка, правозащитница Анна Фарифонова. Я Ирина Завиша, журналистка Польского радио на русском. Еще раз хочу пригласить всех наших слушателей и радиозрителей подписываться на наш канал в YouTube. У нас много интересного, хорошие эксперты, а главное, аналитический и объективный взгляд на ситуацию, события, явления в Польше и в мире. Спасибо вам за внимание. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.